Война России против Украины преодолела отметку 80 дней. Казалось бы, 80 дней – это не 80 лет. Для сравнения, одна только Сталинградская битва длилась в 2 раза дольше, чем вся российско-украинская война по состоянию на сегодняшний день. Но за сравнительно короткий срок цели российского вторжения в Украину уже успели несколько раз поменяться. Давайте вспомним, какие цели были публично озвучены российским президентом в самый первый день кампании, и соотнесем их с теми результатами, которые достигнуты на данный момент. К теме сегодняшнего ролика мы подойдем немного издалека. 14 мая на канале Владимира Соловьева во ВКонтакте состоялся весьма занятный разговор с послом России в Соединенных Штатах Анатолием Антоновым. Давайте вот в самом начале сегодняшнего видео посмотрим небольшой фрагмент оттуда. Интересующая нас часть, реплика дипломата, длится чуть больше минуты. Но в ней такая концентрация смыслов, что обсуждать ее можно хоть целый час. Давайте посмотрим, я понимаю, что вы не любите такие вставки на целую минуту, но тут важно. Американцы со всех сторон, в принципе, подталкивают нас к переговорам. Но при определенных условиях, и таких условия я бы назвал бы 3. Это, во-первых, прекратить военные действия в ходе специальной военной операции. Второе, отвести наши войска за линию до 24 февраля сего года. И третье, покаяться за все содеянное. Разумеется, и мы твердо и ясно говорим, и однозначно в этом уверены, по крайней мере, российские дипломаты, которые работают здесь, такой капитуляции не будет, никогда не будет. И мы твердо уверены, если бы не было этой уверенности, нам было бы сложнее бы работать. Мы твердо уверены, что все задачи, которые поставил Верховный Главнокомандующий перед нашими вооруженными силами, они будут полностью выполнены. Мы никогда не сдадимся, не отойдем назад. А цели и задачи ведь, если сначала были здесь непонятны, теперь они очень четко разъяснены, как и Министерством обороны. Кстати говоря, благодаря и вашим передачам, благодаря коллегам на других телеканалах. Удивительным образом российский дипломат четко и грамотно перечислил все те действия, которые необходимо предпринять для того, чтобы наша страна избежала неминуемого краха. Заодно он поднял важный вопрос о целях так называемой специальной военной операции против Украины. Во-первых, посол в США сказал о немедленном прекращении бессмысленных военных действий, в которых сейчас ни за что гибнет цвет российской армии. И кадровые военнослужащие, на которых ушли годы подготовки, и современная военная техника, которую Россия производила малыми сериями и потому была вынуждена накапливать годами. Вот все это прямо сейчас множится на 0, буквально за считанные недели, и этому нужно как можно скорее положить конец. Во-вторых, посол упомянул отвод российских войск на позиции по состоянию на 23 февраля этого года. Тоже разумное и необходимое действие. Потому что если российская армия не отойдет сама, то рано или поздно ее все равно погонят прочь. И непонятно еще докуда ее погонят, после всех понесенных ею потерь. Лучше отойти самим как можно скорее и избежав тех жертв, которых еще можно избежать. В-третьих, Анатолий Антонов высказался о покаянии. У меня на канале еще месяц назад было видео, в котором поднималась эта сложная тема. Мы тогда говорили, что украинцам от наших извинений будет ни холодно, ни жарко. И мы говорили, что покаяние перед Украиной необходимо самой России и необходимо для того, чтобы, собственно, как-то двигаться можно было вперед, как-то излечить общество после всего произошедшего. И чем раньше наше общество и государство начнет это вот самолечение, тем здоровее и сильнее оно станет в будущем. В общем, посол Антонов в прямом эфире грамотно и без запинки изложил отличный план по спасению нашей страны. Проблема только в том, что он назвал этот план капитуляцией почему-то. И здесь начинается другая интересная тема. Капитуляции не будет, мы никогда не сдадимся, мы не отойдем назад. Такие реплики – это, мягко говоря, не риторика победителя. Той стороне, которая побеждает в войне, незачем заявлять «nicht капитулирен». Реплики Анатолия Антонова походят на аффирмации. Это слова неуверенной в себе стороне, которой нужно самой себя подбодрить. Они напоминают огромный транспарант, который еще в марте был замечен в Нижнем Новгороде. Земляки, не унывайте, Россия всегда побеждала и победит и сейчас.
Ну и вишенка на торте. Процитирую сейчас посла в кратком изложении. Цели и задачи спецоперации, поставленные Верховным Главнокомандующим, сначала были непонятны, но мы твердо уверены, что они будут полностью выполнены. Ну что ж, давайте тогда поговорим о целях, развязанной Верховным Главнокомандующим войны, и о том, насколько они выполнены. У речей и российских пропагандистов, и российских официальных лиц есть одно неотъемлемое свойство. Им необходимо дать настояться. Вполне возможно, что через несколько месяцев после интервью Анатолия Антонова тоже все это заиграет новыми красками. И его интервью будет интересно вспоминать постфактум. Российский официоз от выступлений Маргариты Симоньян до обращений Владимира Путина обладает огромной саморазоблачающей силой. Когда они говорят о неких врагах России, то часто оказывается, что они в действительности говорят о самих себе. А когда они говорят об угрозах, которые, дескать, нависают над нашим государством, то оказывается, что они сами эти угрозы и создают. И пропагандисты, и ответственные лица, принимающие в России решения, сначала выдумывают мнимые проблемы, а потом делают все, чтобы они стали настоящими. Когда они лгут, то их ложь зачастую не нужно даже опровергать. Достаточно немного подождать, а потом вспомнить, что они говорили еще совсем недавно. Вот давайте просто 3 фрагмента посмотрим. Вы утверждаете, что мы собираемся напасть на Украину, хотя мы уже многократно объясняли, что это не так. Боестолкновения российской армии, как и ожидалось, происходят не с регулярными частями вооруженных сил Украины, а с националистическими формированиями, которые, как известно, и несут прямую ответственность за геноцид на Донбассе и кровь мирных граждан народных республик. Потерь среди членов экипажа ракетного крейсера «Москва» нет. Все моряки были вовремя эвакуированы. Это даже нет необходимости опровергать сейчас. Настолько нелепо это выглядит всего-то через месяц-полтора после того, как было сказано. Вновь процитирую посла Антонова. Российская страна не предпринимает и не планирует вторжение в Украину. Мы не пытаемся завладеть никакой территорией какой-либо страны. Хотел бы подтвердить, что Донбасс и Луганск – это часть Украины. Публикация с этими словами Анатолия Антонова вышла в ТАСС 20 февраля. А на следующий день Владимир Путин в обращении к нации объявил о признании независимости так называемых Донецкой и Луганской народных республик. Посол, между прочим, это представитель страны, а посол в Соединенных Штатах – это вообще очень важная дипломатическая фигура. Так вот, еще через 3 дня российская армия вообще вторглась в Украину, и началась война. Вы хотите декоммунизации? Ну что же, нас это вполне устраивает. Но не нужно, что называется, останавливаться на полпути. Мы готовы показать вам, что значит для Украины настоящая декоммунизация. В обращении 24 февраля Владимир Путин объявил о следующих целях так называемой специальной военной операции. Их было 5. Денацификация и демилитаризация Украины, недопущение приближения инфраструктуры НАТО к границам России, защита жителей Донбасса и, наконец, предание суду неких неназванных злодеев, которые, значит, цитата, совершили многочисленные кровавые преступления против мирных жителей. Мы много раз говорили на нашем канале, что цели любой военной кампании, если уж ее решили начинать, должны быть предельно конкретными, конечными, измеримыми и в принципе достижимыми военным путем. Цели войны — это не фильмы Андрея Тарковского и не песни Виктора Цоя. Они не должны порождать множественность трактовок и интерпретаций. Они должны быть недвусмысленными и умещаться на половине листка А4. Помимо этого, тот, кто затеял войну, должен понимать, какими силами и средствами он собирается достигнуть поставленных целей. И в какие сроки. Наконец, он должен держать перед глазами желаемую послевоенную картину мира или региона. И как бы цинично это ни звучало, войны начинают для того, чтобы улучшить, а не ухудшить положение своей страны по сравнению с довоенным положением. В 21 веке это не особенно возможно. Именно поэтому в 21 веке войны, особенно уж между крупными государствами, практически не начинают. Так вот, все вышеперечисленное — это азбучные истины. Но история показала, что азбуку нужно повторять. Иначе там «Доброе утро, Вьетнам», «Привет, Афганистан» и вот «Да здравствует демократизация Ближнего Востока» или «Денацификация Украины». В общем, война у нас идет, а выяснить, какие у нее цели, даже у посла России в США как-то не очень-то получается. Но мы с вами давайте уж попробуем разобраться и посмотрим, что из поставленных целей вышло.
Сказать, что последние 3 месяца были тяжелыми, значит ничего не сказать. Люди месяцами и годами готовятся к переездам, а мы переехали в новую реальность безо всякой подготовки, всего за 1 день. Каждый адаптируется к ней как может. Кто-то уходит в глухое отрицание, а кто-то не может сосредоточиться на работе, ведь все кажется бессмысленным. Ссоры с близкими, невозможность предсказать, что будет завтра, тревога и ужас – это только часть наших проблем. И если вдруг что-то выбило вас из колеи, то не нужно стесняться обратиться с этим к психологу. Мне по своему опыту известно, что общение с психологом действительно может помочь и улучшить качество вашей жизни. Особенно здорово это помогает, если специалист попадается хороший, с которым вам будет максимально комфортно работать. А найти его можно буквально за несколько минут с помощью сервиса онлайн-психотерапии Ясно. Ясно тщательно отбирает специалистов. Каждый из них проходит личное собеседование. У них проверяют образование, смотрят рекомендации. Отбор очень жесткий, его проходит лишь 17% психологов. Из этих 17% сервис подберет вам лишь нескольких на основе заполненной вами анкеты. А дальше вы сами сможете выбрать, кто больше понравится. Все консультации онлайн, прямо на сайте сервиса. Вам не нужно никуда ездить. Вы можете быть где угодно и проходить сессию с любого устройства, телефон или ноутбук. Ясно, не только может экономить ваше время, подбирая вам хорошего специалиста за пару минут и не заставляя тратить время на дорогу до его кабинета, Ясно еще экономит ваши деньги. Одна 50-минутная сессия будет стоить 2850 рублей, а это в среднем ниже, чем за офлайн сессией. Если вам сейчас нужна помощь психолога, обращайтесь в Ясно. По промокоду КАЦ при регистрации скидка 20% на первую консультацию. Ссылку на сервис оставляю в описании. Начнем с денацификации. Такая цель войны, как, впрочем, и все перечисленное, заведомо не подходит под озвученные критерии, какими должны быть цели любой военной кампании. Но главное, Украину невозможно было денацифицировать по определению, потому что она не является нацистским государством. Достаточно открыть Википедию, чтобы узнать, кто управляет сегодняшней Украиной. Президент Украины Владимир Зеленский не нацист и не националист. В кабинете министров Украины ни одного нациста или националиста нет. Там 8 либералов, 14 беспартийных и 1 социал-демократ. А в 2019 году в течение 4 месяцев и президентом, и премьер-министром Украины одновременно были 2 этнических еврея – Владимир Зеленский и Владимир Гройсман. В последнее время стало модно у российской пропаганды говорить, что нацизм украинский направлен не против евреев, а против русских. Продолжим изучать тайные знания из Википедии. Может быть, в парламенте, в Верховной Раде Украины заседают нацисты? Нет, нацистов там нет. Но зато среди 450 депутатов есть целый один националист из праворадикальной партии «Свобода», возглавляемой Олегом Тягнибоком. 18 марта этого года министр иностранных дел России Сергей Лавров дал интервью Russia Today, где уделил много внимания украинскому националисту Дмитрию Ярошу, который набрал аж 0,7% голосов на последних выборах президента Украины. А затем Лавров специально остановился на этом Олеге Тягнибоке, чья националистическая партия «Свобода» имеет аж 0,2% мест в украинском парламенте. And by the way, the idea that Russians should get out of Ukraine is still very much on the mind of politicians in this country. Oleg Tyagnibok, the leader of the ultra-radical party Svoboda, Freedom, repeatedly says that we must have derussification, as he says, as he calls. Здесь прекрасно все. Во-первых, если слова политиков с электоральной поддержкой менее 1% можно использовать как обоснование для денацификации чужой страны, то нет ни одного государства на планете, которое не пришлось бы денацифицировать. Во-вторых, единственный раз, когда праворадикальная партия «Свобода» смогла достигнуть значимого успеха, был при президенте Викторе Януковиче. Тогда она получила не 0,2, как при Зеленском, а целых 10% мест в Верховной Раде. По такой логике денацифицировать следовало Украину Виктора Януковича, а не Владимира Зеленского. В-третьих, и это самое важное, начав войну, путинский режим смог претворить в жизнь те самые мечты Олега Тягнибока, которые он сам никогда бы не смог реализовать. Путин задумал денацификацию Украины, но вышла у него та самая дерусификация. Накануне нападения России на Украину второй по численности партии в Верховной Раде была открыта пророссийская оппозиционная платформа «За жизнь» под руководством Юрия Бойко, Вадима Рабиновича и кума Путина Виктора Медведчука.
Интересно, выглядел в Украине нацизм. Вторую по числу депутатов партии возглавляли Рабинович и родственник президента России. Но теперь с этим покончено. Через месяц после вторжения российской армии деятельность всех пророссийских партий в Украине была приостановлена, а на днях и вовсе запрещена. Электоральная база бывших пророссийских партий – это преимущественно русскоязычный восток Украины. Именно этот самый электорат с востока Украины уже третий месяц подряд физически уничтожается российскими снарядами, ракетами и авиабомбами. Именно русскоязычные города Украины или подвергаются частичному уничтожению, как Харьков и Чернигов, или полностью стираются с лица земли, как Мариуполь, Волноваха и Попасная. Попасная как раз совсем недавно была освобождена российской армией почти от всех жилых домов. Те самые миллионы граждан Украины, которые говорили по-русски и традиционно голосовали за пророссийских политиков, освобождены от жилья, от имущества, от здоровья, от родных и близких, а также от былых иллюзий относительно дружбы с Россией. Символично, что на днях в Киеве был демонтирован монумент дружбы народов России и Украины. Он стоял на своем месте с советских времен, никакие злобные нацисты на него руку не поднимали. Простоял бы он и еще десятки лет, но путинская денацификация Украины превратилась в широкомасштабную дерусификацию, которую никогда бы не смог осуществить и на 3% ни один самый закоренелый русофоб. И это понятно. Когда русские приехали стрелять в тебя из танка и пушек, вряд ли ты захочешь с ними дружить, независимо от того, какой ты национальности и какой твой родной язык. Кратко пройдемся по другим целям войны, о которых мы достаточно много говорили в предыдущих видео. Кстати, когда мы говорим о целях войны, кому-то это может показаться какой-то ерундой. Мол, цель победа и все, о чем тут говорить. Но мне кажется, даже для самых закоренелых путинистов вопрос о том, зачем гибнут российские солдаты и офицеры в таких количествах, зачем российская армия разрушает украинские русскоговорящие города, которые, если в них до войны приехать один в один похожи на российские, так вот этот вопрос должен быть важен. Зачем мы все это делаем? Зачем гибнут мирные жители? За что гибнут российские военные? Вот поэтому и важны цели войны, и важно их обсудить. Так вот, говорим дальше про цели. Демилитаризация Украины. После 80 дней войны, десятков тысяч жертв, положенной в руины российской экономики, эта цель, мягко говоря, не выполнена, а наоборот. Желание Путина демилитаризовать Украину привело, с одной стороны, к милитаризации этой страны, а с другой стороны, к демилитаризации самой России. На вооруженные силы Украины сейчас работает военно-промышленный потенциал десятков государств. Мы на нашем канале ранее часто называли военную помощь Украине вторым ленд-лизом, используя это выражение как метафору, еще в первый день войны мы об этом говорили. Но теперь это не метафора. Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден 9 мая подписал отдельный закон о ленд-лизе. Путин инициировал такую милитаризацию Украины и такое масштабное перевооружение ее вооруженных сил, какое в мирное время не смог бы осуществить никто и никогда. Только по одному из последних соглашений Украина получит вооружение и техники на сумму, эквивалентную нескольким ее годовым бюджетам на оборону. Подобное усиление ее армии, как произойдет сейчас, не произошло бы еще много десятилетий. А вот российская армия прямо сейчас демилитаризируется на полях сражений. Вооруженные силы Украины одержали победу уже на 4 оперативных направлениях – под Киевом, Черниговым, Сумами и Харьковом. Российская сторона поспешила назвать свое отступление из-под Киева и Чернигова жестом доброй воли. Тут не совсем понятно, если вы воюете против нацистов, то какой жест доброй воли может быть по отношению к ним? Вы же определитесь. А что насчет Сум и Харькова? Там украинские военные однозначно развеяли миф о непобедимости российской армии и ощутили вкус победы. Войска, закаленные в бою и вдохновленные победой, это страшная сила. Они бы никогда не получили такой закалки и такой мотивации, если бы не начатая Путиным война. Про цели недопущения продвижения НАТО на восток, которые привели к прямо противоположному результату, у меня вчера вышло отдельное видео. Обязательно посмотрите, потому что там речь идет не только о вхождении в НАТО Швеции и Финляндии. Помимо этого, за последние 2,5 месяца Владимир Путин сделал столь многое для укрепления Североатлантического альянса, что ему в штаб-квартире НАТО в Брюсселе нужно просто ставить памятник. А главное, НАТО теперь не только увеличивает общую границу с Россией в 2 раза, но и становится открыто антироссийским блоком, которым раньше оно не было.
Bloomberg пишет, что в июне Организация Североатлантического договора может принять новую стратегию, в которой Россия будет прямо названа непосредственной угрозой. В текущем варианте основополагающего документа, который, вероятно, доживает свои последние дни, наша страна именуется партнером. По поводу защиты наших на Донбассе мы тоже подробно говорили, но повторим. Сама по себе проблема Донбасса была создана Путиным в 2014 году. От Украины были отторгнуты части территорий Донецкой и Луганской областей с миллионами местных жителей. Их лишили возможности нормально жить в Украине, но и к России их не присоединили. Их поместили под власть бандитов, авантюристов, мошенников из МММ и всевозможных полевых командиров, которым очень нравится воевать. Гиви, Моторола, Воха и Бес – это специфичные очень люди, которым играть бы в страйкбол, но им выдалась возможность за счет чужих несчастий поиграть в войнушку по-настоящему. Никакого другого смысла существования, кроме как воевать против Киева, у самопровозглашенных ДНР и ЛНР не было и нет. А когда начавшаяся в 2014 году война на Донбассе перешла в стадию замороженного конфликта, полевые командиры так называемых народных республик стали активно убивать друг друга. Два крупных русскоязычных города, вполне успешных, где только что недавно прошел чемпионат Европы по футболу, где уровень жизни был примерно как в Киеве, если говорить про Донецк. Так вот, они были превращены Путиным в африканского типа failed states, где те, кому не повезло уехать, жили под руководством жуликов и бандитов без прав и возможностей. Конфликт на Донбассе был заморожен вплоть до 24 февраля 2022 года. По данным, которые озвучили власти самих ДНР и ЛНР, за весь 2021 год в этих республиках погибли 8 мирных жителей. Это трагедия, но уж точно не геноцид, как любит говорить Путин. Да и эти 8 человек погибли по вине самого Путина. Они могли спокойно жить в Украине. Могли жить так же, как и все эти 8 лет жили люди с украинской властью в Славянске и мариупольцы в той же Донецкой области. Мариуполь вообще до войны хорошел год от года. Там активно занимались современным благоустройством. Можете посмотреть какой-нибудь travel-блог на Ютубе, чтобы понять, какой был Мариуполь до того, как его уничтожила путинская армия. Массовое уничтожение жителей Донбасса началось именно в тот момент, когда Путин с еще большей силой разжег ту войну, которая уже успела остыть за последние годы. Города Донбасса, которые оставались под украинским контролем и нормально жили последние 8 лет, сейчас стираются с лица земли. Вместе с их жителями, и взрослыми, и детьми. Одновременно с этим в так называемых ДНР и ЛНР все здоровое мужское население отправляется и без подготовки отправляется в настоящую мясорубку. Об этом стали говорить уже самые пропутинские настроенные спикеры. Скоро в провозглашенных республиках не останется молодых здоровых мужчин. Их вылавливают прямо на улицах и кидают в бой. Просто как пушечное мясо. Уцелеют там лишь те, кто прячется от призыва на фронт, так же, как в свое время евреи прятались от нацистов. Владимир Путин для обоснования своей войны активно спекулировал термином «геноцид». Дескать, его цель – спасти жителей Донбасса от геноцида. Но сейчас уже 7 государств на планете, причем далеко не самых последних государств, включая, например, Канаду и Чехию, признали действия российской армии геноцидом украинского народа. 7 стран прямо обвиняют Россию в геноциде. Можно ли было когда-нибудь такое представить? Ну и, наконец, упомянем суды за кровавые преступления против мирных жителей, о которых говорил Путин. Да, это тоже ставилось как цель войны. Озвучивалось им. Ни одного такого суда Россия не провела. Однако их проводит Украина. Такие суды начались над российскими военнослужащими, попавшими в украинский плен, и заподозренными в убийствах мирного населения. Вот так, например, выглядит в киевском суде российский солдат, которого судят за убийство мирного жителя, ехавшего на велосипеде. За последние 80 дней российский официоз задним числом придумал много новых целей для войны против Украины и деликатно забыл о тех целях, которые утратили актуальность. Приходится составлять целые таблицы, чтобы как-то систематизировать все то, что озвучивается официальными лицами как истинная цель войны. Сергей Лавров с разницей в 1,5 месяца заявлял, что цель в том, чтобы предоставить украинцам возможность выбирать свое будущее, и в том, чтобы положить конец доминированию США. Только непонятно, каким образом избранные средства служат этим целям.
В последнем фильме Тарковского, где главный герой сжег свой дом, чтобы спасти весь мир, и то больше смысла. Дмитрий Песков оказался лучшим дипломатом. 7 апреля он объявил, что главная цель спецоперации в Украине – это предотвращение Третьей мировой войны. Третья мировая действительно маловероятна, поэтому Песков имеет все шансы выиграть в соревновании «Назови цель войны», которая все-таки исполнится. Владимир Путин оказался куда как менее удачлив. Все цели, которые он назвал 24 февраля, были выполнены с точностью до наоборот. Несмотря на некоторый сарказм в начале этого видео, в действительности я сам не люблю сравнивать путинскую Россию и гитлеровскую Германию. Если и сравнивать нашу страну с Германией, то скорее уж с кайзеровской. Император Вильгельм II, конечно, не обещал своей стране победы за 3 дня, но он прямо говорил немецким солдатам летом 2014 года, что еще листва не успеет спасть с деревьев, как вы с победой вернетесь домой. В итоге затяжная, кровавая и бессмысленная война, которая перемалывала молодежь на фронте и поставила на грань выживания людей в тылу. При этом германская пропаганда до последних дней говорила, что страна побеждает. Более того, на момент окончания Первой мировой войны немецкие войска все еще находились на чужой территории, ни один вражеский солдат не ступил на землю самой Германии. Но война была однозначно проиграна, и вытягивать противоборство с сильнейшими державами страна уже не могла, поэтому подписала капитуляцию. Германская пропаганда до последнего момента обманывала немецкий народ насчет победы, которая вот-вот наступит. И когда Германия потерпела поражение, это стало шоком для немецкого общества. Оно породило массу конспирологических теорий о том, что Германию сдали предатели в тылу, что, дескать, некие изменники не дали немецкой армии победить. Долгий самообман породил эту конспирологию, а она подняла со дна и вознесла наверх самые отпетые и маргинальные политические силы. Ну а что было дальше, вы знаете. Нужно избежать исторических ошибок Германии в 20 веке. Одну из них Россия уже совершила, развязав агрессивную и самоубийственную войну. Но не менее опасны для России самообман и пребывание в иллюзиях. Чем дольше российская пропаганда будет поддерживать надежды на скорую победу, тем сильнее окажется шок для российского общества после получения неизбежных новостей о поражении. Тем в большей опасности окажется наша страна. Невооруженные силы Украины стоят на российской территории, а российская армия ведет боевые действия в Украине. Но, как и для Германии в Первой мировой, это обстоятельство для России ничего не меняет. Наша страна проиграет эту войну. И не из-за каких-то мифических предателей или иностранных агентов. Российская армия объективно не могла достигнуть заведомо расплывчатых целей, которых невозможно было достигнуть военным путем. В отсутствие союзников Россия объективно не вытянет военное и экономическое противостояние против новой Антанты. Это математически невозможно. И осознать поражение нужно как можно скорее. Чтобы перестали бессмысленно гибнуть россияне и украинцы. Чтобы и Украина, и Россия быстрее начали восстанавливаться. Чтобы гражданам обеих государств удалось спасти то, что еще можно спасти. И, наконец, чтобы неизбежное поражение не стало для нашей страны сокрушительным шоком, который поднимет на верхушку власти совсем уж каких-то отморозков. Пока поражение в войне не ворвалось в нашу жизнь в виде неожиданного и полного разгрома, нам необходимо самим принять его как неизбежность. Принять и уже прямо сейчас думать о том, как мы будем жить дальше, как не допустить социальных взрывов. В мирное время у граждан нашей страны, может быть, еще и были возможности обманываться насчет Владимира Путина. Казалось бы, повышение пенсионного возраста и наглое переписывание Конституции вопреки собственным обещаниям, а также полный провал власти во время пандемии ясно показали, насколько компетентен нынешний президент России, честен. Однако все же были в нашей стране люди, их было немало, которые проголосовали за поправки, а в реальность ковида так и не поверили. Для них Путин все еще мог оставаться хорошим президентом. Но сейчас сомнений уже быть не может. Путин втянул Россию в жестокую и ненужную бойню. Ее цели абсурдны, а результаты уже сейчас прямо противоположны желаемым. Нужно признать, Владимир Путин просто плохой президент. Звучит банально, но это так. Человек не обладает необходимой квалификацией для той должности, на которой он находится. На самом деле, с его неумением пользоваться компьютером он и директором магазина устроиться не смог бы. А после всего произошедшего это уже однозначный факт. Президент он очень плохой. Он не умеет управлять страной. Он плох как верховный главнокомандующий. Он развязал войну без ясных целей, в которой полностью проиграл и втянул страну в тяжелый многолетний кризис.
Чем быстрее он прекратит быть президентом России, тем быстрее мы из этого кризиса начнем выбираться. Мы живем в 21 веке с лидером государства, который будто прибыл к нам из времен Вильгельма II. Это позавчерашний день, который отравляет наше сегодня и лишает нас завтра. Но законы природы не обмануть, завтра наступит. А человек, желавший войти в историю, действительно останется в истории, в прошлом. Чем скорее это случится, тем быстрее наша страна перестанет сползать назад по шкале времени, сможет остановиться, одуматься и наконец-то двинуться вперед. Это еще не произошло, но обязательно произойдет. До завтра.